Новая серия, как и заранее сообщила студия, не вышла, так как перерыв до 6 сентября. Но мы продолжим рассматривать интересные темы в ожидании продолжения расколотой битвы Синева Небес. 9-й древний клан. Как это? Все мы знаем, что существует лишь 8 древних кланов. Или нет? И в оригинале скрывается ужасающая тайна? Да, именно так. Лишь при упоминании названия этого клана, Тунлин, лицо Гуюаня передернулось. Даже такой сильный древний клан Гу был так напуган ими. Каково было происхождение этого клана Тунлин? Мы привыкли считать, что существует 8 древних кланов и не более. Эти кланы имели предка, достигшего уровня Доуди. Став богом, он передал божественную родословную своим потомкам, породив таким образом древний клан. Но мало кто знает, что было намного больше древних кланов. Однако они исчезли по таинственной причине, и причиной был клан Тунлин. Так вот, клан Тунлин или клан пожирающих духов – это чрезвычайно таинственный клан, существующий в древнюю эпоху. Согласно записям в древних книгах, однажды он вызвал бесчисленный кровавый шторм над континентом Доуци. Общеизвестно, что наследство древних кланов зависит от их родословной. Если сила родословной клана истощится, клан не будет отличаться от обычного. Таким образом, для каждого древнего клана наступало время, когда их родословная истощалась. Конечно, предварительное условие заключалось в том, что клан не произвел никакого другого бога снова, то есть во второй раз. Именно это должно было произойти с кланом Сяо, и уже произошло со слабейшими кланами, наподобие Ши и Лин. Однако мир, расколотая битвой Синева Небес, крайне загадочный. В этом мире формировались различные таинственные вещи. Клан Тунлин является одним из них. Они обладали чрезвычайно ужасающей способностью. Они обладали способностью поглощать силу родословной других древних кланов, тем самым продлевая существование собственной родословной. Чтобы в прошлом выживать, клан Тунлин фактически нацелился на древние кланы и намеренно уничтожал их. Это было великое бедствие континента Доуци. Многие древние кланы были уничтожены кланом Тунлин. Более того, сила их родословной внутри кланов была получена кланом Тунлин. Подумать только, по сути клан Тунлин мог быть бессмертным, поглощая родословную других. Подобные действия клана Тунлин, несомненно, разозлили другие древние кланы. В то время многие кланы образовали союз для совместной борьбы против клана Тунлин. В ту эпоху клан Тунлин считался владыками мира. Их сила была далеко от того, с чем мог сравниться любой другой древний клан. В то время, хотя клан Тунлин был могущественным, он в конечном счете не мог справиться с объединенной силой многих древних кланов. Наконец, клан Тунлин был уничтожен. Оставшиеся в живых члены клана Тунлин бежали во всех направлениях, так как их постоянно преследовали все. С тех пор клан Тунлин больше никогда не поднимался. Он даже медленно исчез из мира, и о нем больше никто не слышал. Но самая загадочная часть этой информации заключается в том, что последний глава клана Тунлин был убит кланом Хунь. Вот как. Услышав эти слова, выражение Сяо Яня изменилось. Казалось, что клан Тунлин полностью исчез из мира с тех пор. Тем не менее, похоже, что клан Хунь или Тунлин продолжал существовать до сих пор. Может ли так получиться, что клан Хунь это и есть клан Тунлин? С недоверием спросил Сяо Янь. Но Гуюань ответил: я так не думаю. Согласно записям в древних книгах, клан Тунлин также нападал на клан Хунь. Однако в конечном итоге те сумели отбиться. Весь секрет в том, что клан Хунь получил что-то от последнего главы клана Тунлин, и это позволило им выжить так много лет до сих пор. Старейшина Гудао спросил: глава Гуюань, вы еще помните те древние кланы, которые уменьшались или исчезали один за другим, когда континент Доуци начал редко производить богов? Некоторые из способов исчезновения этих древних кланов были довольно загадочными. Теперь, когда я думаю об этом, они были очень похожи на то, что испытал клан Ши и Лин. Да, до нынешних 8 древних кланов существовали и другие, так называемые древние кланы. Десятки тысяч лет, задолго до последнего бога Тоше. Дело в том, что их родословная была истощена, так что они стали обычной фракцией, либо они были уничтожены. А миллионы лет назад континент Доуци находился на пике своего развития, изобилуя святыми.
и даже мог похвастаться десятками могущественных доуди. Со временем исчезла жизненная энергия, необходимая для продвижения к доуди. Семьи, в которых родились эти эксперты, ставшие богами, обнаружили фатальную проблему. Родословная доуди не вечна, а постоянно ослабевает. Это говорит о том, что многие древние кланы в прошлом не исчезли естественным образом. Вместо этого они были уничтожены кланом Хунь или способностью Тун Лин. Спустя десятки тысяч лет те древние кланы с тех времен перемещались бесчисленное количество раз. Однако оказалось, что только клан Хунь постоянно находился в безопасности. Их сила родословной кажется бесконечной. Многие находят это странным. Однако из-за того, что этот клан был таинственным и непостижимым, даже если кто-то хотел это сделать, не было никаких средств для расследования. Теперь, когда Сяо Янь упомянул об этом, нет сомнений в том, обладает ли клан Хунь способностью, похожей на клан Тун Лин. Если это действительно так, мы будем похожи на родниковый источник, который был одомашнен кланом Хунь, сказал Гудао. Но глава Гуюань ответил: нет необходимости описывать клан Хунь настолько ужасающим. Хотя они обладают способностью, похожей на клан Тун Лин, они не могут приручить нас. В противном случае Хунь Тяньди не был бы серьезно ранен в результате удара Сяо Сюаня. С тех пор, как появилось пожирающее пустоту пламя, он полностью оправился от своих травм. Его нападение на клан Яо, клан Ши и Лин связан с кланом Тун Лин. В среду мы рассмотрим, как этот клан Тун Лин был связан с уничтожением клана Яо. Подписывайтесь, чтобы не пропустить это видео. Итак, хотя клан Тун Лин был уничтожен давно, он продолжал жить в клане Хунь с их способностью. Это косвенно повлияло на весь дальнейший сюжет. Поскольку родословная доуди является главным преимуществом 8 древних кланов, появление такой расы стало для них настоящим кошмаром. Фактически клан Тун Лин, клан пожирающих духов, был естественным врагом всех обладателей божественной родословной. Из-за этого молодое поколение клана пожирающих духов быстро становилось чрезвычайно сильным и могло соперничать с лучшими гениями древних кланов. По мере роста клана они начали нападать не только на 8 древних кланов, но и практически на все крупные силы континента Доуци. Хотя сам клан пожирающих духов давно исчез к моменту начала истории Сяо Яня, его наследие продолжало влиять на весь мир. Да, крутая способность пожирать родословную. Вот бы ее клану Хунь. И это так, ведь мы помним, что клан Хунь был последним, кто видел главу клана Тун Лин живым. Как клан Хунь ее заполучил? Все дело в пламени пожирания пустоты. Не зря Хунь Тяньди заключил с ним союз и принял свой клан. Так вот, во время уничтожения клана пожирающих духов, второе небесное пламя, пламя пожирания пустоты, поглотило последнего патриарха этого клана. А далее, внимание, вместе с ним оно получило врожденную способность клана Тун Лин, возможность пожирать божественную родословную Доуди. Представьте себе, что это значит. Способность пламени пожирания пустоты поглощать родословные позволила клану Хунь не слабеть тысячи лет, тайно ослаблять другие древние кланы, предотвратить угасание собственной родословной, приблизить Хунь Тяньди к прорыву в Доуди. Именно поэтому уничтоженный тысячи лет назад клан Тун Лин стал важнейшим элементом плана Хунь Тяньди по завоеванию континента. Несмотря на краткое появление в романе, клан Тун Лин, что был сильнее любого древнего клана, считается одной из самых опасных рас за всю историю континента Доуци. Их врожденная способность поглощать родословную Доуди делала их смертельным врагом всех древних кланов, а для их уничтожения потребовалось объединение всех 8 древних кланов. Однако их наследие не исчезло окончательно. Способность пламени пожирания пустоты унаследовать силу последнего патриарха стала одним из ключевых факторов, позволивших Хунь Тяньди реализовать свой многовековой план. Согласитесь, очень интересный поворот событий. Напишите, что вы думаете об этом. Кто опаснее, сам клан Тун Лин или же Хунь, что получил его способность? Большое спасибо за просмотр, ставьте лайк и всем пока!